Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас будет коррекция на коротенькие квадраты. Этот дизайн относился очень удачно. Предыдущую коррекцию с вот этим дизайном вы на канале уже видели. Если кто не видел, посмотрите. Как обычно, начинаем с коррекции. Снимаем цветное покрытие, снимаем материал, хотя в принципе его здесь немного, длину мы будем еще убирать, поэтому и сильно снимать материал тоже не имеет смысла. Отодвигаем кутикулу, убираем триги, наносим праймер, базовый гель. В общем, все как обычно. Моделировать сегодня будем при помощи гелевых материалов. Итак, сегодня у нас гель средней вязкости и много-много-много всяких разных блесточек. Наносим наш гель средним слоем для того, чтобы наш аквариумный дизайн не укладывать вплотную к натуральному ногтю, чтобы в дальнейшем его можно было выпилить. И сразу же в мокрый гель укладываем цветные гель-лаки. При этом мы можем их слегка вдавливать в поверхность геля, и у нас получатся такие себе 3D-шные заломы. Уже на этом этапе пойдет объем, уже на этом этапе получится что-то очень интересное. Кстати, если вы работаете в гель-лаковой технике, вы точно так же можете взять гель-лаковую базу жесткую, какую-то очень густую, и точно так же с нею поиграться. После того, как просушили наши ноготочки, начинаем накладывать всякого разного рода блесточки. Чем больше блесточек, чем интереснее блесточки между друг другом будут отличаться, тем интереснее будет смотреться наш дизайн. При этом, при всем, мы помним, что ногти у нас довольно короткие, слишком большой толщины покрытия здесь не сделаешь, поэтому все это я произвожу в мокрый гель, который я перед этим намазала. И только после этого просушиваю и перекрываю при помощи моделирующего слоя. То есть мне нужно запечатать полностью свою фактуру. В этом месте самые глазастые, конечно же, обратят внимание на то, что у нас на кутикуле и на коже появились какие-то белесые вкрапления. На самом деле это у нас просто перевернулись блесточки. Мы их закручивали, собирали, а баночка из рук выскользнула и перевернулась на руки. Обидно, досадно, но много блесток не бывает, поэтому, в принципе, это нашему дизайну никоим образом не помешало. Как вы видите, на мокрый гель, которым я перекрыла аквариум, я произвожу еще дополнительный уровень белых прорисовок. Прорисовываю и слегка подтушевываю их кисточкой. В дальнейшем эти прорисовки у меня где-то спилятся, где-то останутся и опять же добавят объемности всему происходящему. Итак, смоделировали остальные ноготки, переходим к опилу. Основную часть материала снимаем при помощи фрезера. Это намного облегчает и ускоряет наш опил. Допиливаться до идеала будем, как обычно, пилочкой. Ну а теперь непосредственно дизайн. Те ноготки, которые у нас были без аквариума, мы покрываем светленьким вот таким вот очень красивеньким гель-лачком. Кстати, именно этот светленький, очень красивенький гель-лачок был в первом уровне нашего дизайна. Там на самом деле было 3 оттенка, но они засветились у меня на камере и слились в один. На самом деле их там 3 цвета.
Этим же цветом доводим несовершенство на аквариуме. Конечно же, обязательно в районе кутикулы аквариум выпилится, не будет ровной красивой полосы. Поэтому мы берем гель-лак, который мы добавляли в аквариумный дизайн, и доводим его до кутикулы. Ну и в дальнейшем мы решили все это украсить при помощи цветочков. Под цветочки мы делаем серединки из блестящего гель-лака, и сами цветочки будем делать при помощи лепки гелем пластилин. Получится у нас очень глубокий фон, у нас получится средняя прорисовка, и у нас получатся объемные цветы. То есть будет как минимум 3, а то и больше уровня объемов. Лепка гелем пластилин безумно интересная техника. Очень интересно выполнять в ней элементы, очень здорово. Материал очень послушный, очень хорошо себя ведет, безумно хорошо носится. В общем, все плюсы в этом дизайне у нас присутствуют. И клиенты, кстати, такого рода дизайны тоже очень сильно любят. Если вы хотите научиться лепить гелем, у меня есть онлайн-курс. Ссылочку на него оставлю в описании. Мы же тем временем раскладываем пластилиновые цветочки. После того, как выложим при помощи палочки все наши лепестки, нам останется их только разгладить кистью. Украшаем наши серединки цветочков стразиками, и вот этот вот темный лак, который мы закладывали в серединку цветков, становится тенью в наших цветах. Именно благодаря вот этому лаку наши цветочки смотрятся очень объемно, очень красиво и интересно. Ну и, конечно же, в качестве завершающих элементов добавляем еще бульоночки по краям цветочков. Имитируем такие себе листики, не листики, тычинки в серединках цветов. И заодно закрепляем наши стразики, чтобы они ни за что не цеплялись и нигде не отвалились.
Итак, вот такие вот цветочки у нас получились. Очень глубокие, очень интересные, потрясающие, объемно поставить смотрятся. лайк этому Очень ролику. здоровский, Я же очень на нежный сегодня с вами дизайн прощаюсь. подойдет Всем спасибо для за внимание, невесты, на спасибо вам за свадьбу, лайки, очень спасибо дизайн. за комментарии. Я вас всех люблю. Спасибо большое, всем до новых встреч. Пока.